Вы думаете, я сделан из какого-то другого материала? Нет. Вы ошибаетесь. Я здесь не потому, что у меня 55 заводов. И не потому, что 12-значный банковский счет. Я здесь, потому что я в ресурсе. И каждый из вас через 30 минут будет знать, что значит и как это быть в ресурсе. Быть предпринимателем в ресурсе. Поехали. Вот некоторые из вас сидят и думают, вот мне бы, если бы у меня были такие же деньги, как у него, то я бы тогда. Не работает. Ведь дело не в том, чего ты можешь. Дело в том, чего ты не можешь. Вот если ты не можешь хакнуть собственные страхи, то наступит момент, когда эти страхи стянут тебя вниз. Бессилие. Я хотел на этом остановиться особо. Ведь предприниматель не боится трудностей. Он их на обед, на завтрак и на ужин кушает. Предприниматель не боится упустить возможность. Возможности еще будут. Предприниматель даже банкротства не боится, с кем не бывало. А бессилие, а страх бессилия. Такое бессилие, которое ощутил я, когда в 2008 году мы сидели 4 часа с банкирами, и когда я понял, я ощутил, что компания, которую я строил 16 лет, я ее теряю. Мы тогда развивались очень быстро, заходили в рыночные ниши, инвестировали, набрали долгов, и в 2008 году пришли банки и отозвали кредитные линии. И я очень хорошо помню этот момент. Это бессилие. И страх, бессилие. Компанию мы тогда не потеряли. Через 2 года мы отдали все долги. Еще через 2 года компания Технониколь стала лидером по производительности труда. А еще через несколько лет компания Технониколь стала абсолютным чемпионом по производительности труда и по эффективности в своей отрасли. Но это уже другая история. Я о ней рассказываю в книге «Жажда». Так вот, нас постоянно пихают разными страхами. Нам постоянно продают эти страхи. То инопланетяне прилетят, чипуют всех, то сингулярность какая-то наступит. То искусственный интеллект, видели, да? Оттеснит нас на задворки цивилизации. Так вот, когда мне продают страхи, я страхи не покупаю. И я абсолютно уверен, что ваш завтрашний день будет настолько хорош, насколько вы в ресурсе. И сегодня мы об этом поговорим подробно. Бессилие – очень удивительная штука. Оно страшит не слабых. Они к нему привыкли. Бессилие страшит сильных. Поэтому это про меня. Я говорю только о собственном опыте. Это про всех здесь сидящих. Поэтому это очень, очень важно. И чтобы выходить в ресурсное состояние, чтобы избавляться от этого бессилия, у меня есть ядерный набор предпринимателя, чтобы взламывать страхи. И я сегодня об этом расскажу. Когда нас охватывает социальное бессилие, застрял, удовлетворяю чужие ожидания, пытаюсь понравиться. У нас есть для этого предпринимательский хак.
Не согласен. Не согласен жить так, как меня ожидают другие. Когда меня охватывает интеллектуальное бессилие, я не могу принять решение без авторитетов. Мне нужно на них ссылаться. У меня для этого есть предпринимательский хак. Сойди с рельсов. А иногда меня охватывает эмоциональное бессилие. Сгорел, выгорел, прогорел. Нету ничего. Даже результат есть. Но меня в этом результате нет. Я уже не мечтаю, я уже не хочу ничего. И тогда у меня есть предпринимательский хак «Вообрази». Ну и последнее. Физическое бессилие. Вот так. Пыжишься. Да? Делаешь вид. Раньше бегал 10 километров, как лань. А сейчас прилип к креслу, к автомобилю и к доставке на дом. Пыжишься, изображаешь из себя. И для всего этого есть предпринимательский хак «Пивот». Я расскажу о каждом из них подробнее. Вы все это сможете применять теперь на своей практике. Поехали. Не согласен. Меня часто спрашивают, как мы начинали. Бизнес-план делали, идею искали. Нет. Я просто был не согласен. Не согласен пойти после университета младшим научным сотрудником на 140 рублей. Не согласен был ждать повышения по службе. Не согласен был ходить по улице, по которой были лужи. Ну, не нравилось мне ходить по лужам. Я был не согласен ждать 3 дня, пока нам привезут на кровлю кровельные материалы. Их постоянно почему-то задерживали, был дефицит. Я был не согласен стоять в очереди за колбасой, за маслом. Я был просто не согласен. И вообще я был не согласен на заурядный успех. Я был не согласен, чтобы на моей могиле, на могильной стеле было написано: Иван Иванович Иванов всю жизнь соблюдал сроки и правила, укладывался в бюджет. Вот ничего плохого в этом нет. Но хорошего-то тоже нет. Ведь это так скучно, так пресно, так легко забыть. Наша реальная история с моим партнером описана в книге «Жажда». Сегодня здесь на стенде я делаю автограф-сессию. Кому это интересно, проходите, смотрите. Не согласен — это вообще первое чувство предпринимателя. Это самое главное чувство предпринимателя. Не соглашаться, вырвать себя из привычной реальности, где после А гарантированно идет Б. Это мое любимое чувство. Некоторые иногда меня очень сильно ругают, что я постоянно ни с чем не согласен. Так вот, твой успех — это ведь не игра по чужим правилам. Поэтому не соглашайся и создавай образ жизни, нужный тебе самому. И, пожалуй, самая главная привилегия предпринимателя, именно привилегия, ни у кого этого больше нет. Право быть редкостью. Не по происхождению, не по наследованию, а такой редкостью, которую ты сам себя сделал. Это очень круто.
Я помню, был такой анекдот в Советском Союзе. Значит, там едет такой поезд, вагон, а в нем сидит Сталин, Брежнев и Горбачев. И вот рельсы кончаются, станция, поезд дальше не идет. Сталин выходит, говорит так: персонал станции расстрелять, машиниста расстрелять, рабочих укладывать вместо шпал, продолжаем движение по пятилетним планам. Брежнев говорит: так, друзья мои, задернем шторки, все говорим чух-чух-чух, раскачиваем вагончик и делаем вид, что едем. Да, спасибо. Горбачев. Так, друзья мои, высовываемся из окон и начинаем кричать: все пропало, ха! Вот если бы в этом поезде ехал предприниматель, давайте представим, что бы было. Предприниматель, конечно, импровизирует на ходу. Он немедленно бы нашел поставщиков шпал, он бы немедленно нашел поставщиков рельс, он бы выиграл тендер, он бы построил дорогу куда надо. Вообще это бы стала узловая станция, дорог стало много от этой станции. И вообще этот предприниматель бы основал первую частную железную дорогу. Только у предпринимателя есть такая возможность обратить любой узор обстоятельств в возможность и реализовать эту возможность. Но все бы хорошо. Но рельсы есть не только на земле. Рельсы есть и в головах. Не видишь, что думаешь по одним и тем же рельсам. Не видишь. Думаешь одно и то же по одним и тем же рельсам. И постоянно по этим рельсам направляешь энергию не на то. И эксплуатируешь себя не на то. Вот со мной такое постоянно бывает, так называемый линейно-рефлекторный тупик. Почитала, бываю, книжку такую «Волшебная сила утра». Там написано: если встал утром рано, да, почистил зубы, сбегал на пробежку, то потом все должно, как бы, успех прийти, да? Много раз повторял. Я думаю, многие здесь сидящие много раз повторяют такие линейно-рефлекторную схему. И что? У кого-то сработало? Линейно-рефлекторная схема — это эксплуатация себя в том состоянии, в котором ты находишься. Ты никуда не можешь выйти. Другое дело — пространственно-ассоциативное мышление, исследовательское мышление. О, это сила. Это когда ты выходишь и не зависаешь на одной мысли, на одном авторитете и даже на старой модели успеха. И когда меня спрашивают про развитие бизнес-компетенций, где учиться, где лучше прокачивать свои знания, у меня на это, в общем-то, один ответ. Я считаю, что развитие — это пересборка модели своего действия в поле людей с другим опытом. А потому много-много практики плюс участие в клубах типа R2 или Equium, где идет обмен этими практиками между друг другом, вот там и происходит это собственное развитие. И никакого бизнес-образования, MBA, тем более с отрывом от производства, с потерей очень важного времени для предпринимательства, в принципе, не нужно. Это блажь. Я сделал фантастическое открытие. Как воспроизводить состояние, в котором личностное развитие и твой бизнес ускоряется в несколько раз. И это открытие реализовано в клубах R2 и Equium. Они уже 2 года работают. Резиденты этих клубов, 30% резидентов, ускорили свой бизнес в 2 раза и более. 30% существенно ускорили. А еще 30% находятся в странном предощущении, как они сами выражаются. Вот сейчас с нами это случится. В этих клубах происходят удивительные вещи.
живой интерес людей друг к другу. Менторы не просто занимаются с ребятами, менторы хотят помочь ребятам. Выбор друг друга и неравнодушие – это главные драйверы в этих клубах. Так вот, в принципе, много-много-много практики, 95% времени практики и 5% участия в таких клубах – это все, что, на мой взгляд, необходимо для бизнес-образования и компетенций. Вообрази. На рельсы нас хотят поставить многие. Бизнес-тренеры, жизнь, родители. Ну ведь правда же. Что нам говорили родители? На что настраивали? Ну, мне во всяком случае. Учись, сынок, хорошо в школе. Учись хорошо в университете. Продлевай детство. Да? Выйдешь из университета, там все сложится. Вы знаете, на рельсы нас хотят поставить многие, в том числе, видите, да, самые дорогие нам люди, родители. Но такой известный знаток и вибратор человеческих душ, кто из вас подскажет чьи-то слова, вы, наверное, знаете, говорит: поставьте цель и не дайте никому и ничему ее разрушить. Если есть цель, то будет энергия и средства и вдохновение. Ничего не дает мне столько силы, сколько обдумывания моей цели. Тони Роббинсон. Узнаете? Да. Поприветствуем его. Да. Это самый распиаренный совет предпринимателю. Цель, поставь цель, чувак. Алкоголик. Утро. Бадун большой. И вот он встает и думает, какая у него цель? Какая, как вы думаете, у него цель? Опохмел. Да. У него есть дедлайн. Если через полчаса этого не случится, ему вот так. Да? Да, он бежит кубарем с подъезда, сбивая прохожих, дыша на них перегаром, да? Ой, он очень старается достигнуть свою цель. Ой, да. Дальше он заходит в магазин, оцифрованно отсчитывает какое-то количество грошей, получает свой шкалик, открывает, оп, достижимо. Смотрите, все элементы по смарту. Для кого из вас его образ жизни пример? Вы хотите так ставить цели? Так цель ли главная? И вообще, о чем мы говорим? Тони Роббинсон, конечно, не имел этого в виду. Конечно. Но я бы хотел особо подчеркнуть, что без воображения твои цели на уровне повторения текущего образа жизни. Хочешь жить иначе? Культивируй себе привычку видеть новое другом. Воображай себя. И вообще, семейство целей, которые у тебя появляются, это, вообще говоря, производное от твоего воображения. Вот в каком состоянии ты находишься, такое семейство целей ты и ставишь. Поэтому заметьте, ни в одном моем предпринимательском хаке нету слова «цель», потому что цель вторична. И сегодня я хочу показать вам моего друга Оскара. Какую роль воображение сыграло в моей жизни? Я вот вспоминал время, когда я приехал в Москву ровно 10 лет назад. Я еще не закончив университет, стал отцом. У меня был маленький ребенок, и 3 месяца я помогал своей жене
Вот, и моя задача была утром в 6 часов утра упаковывали сына, и я выходил на 3 часа на улицу с ним гулять. И вот эти 3 часа, это было сумасшедшее время, когда я мечтал, думал, у меня было столько идей, я читал книжки, пока он спал. И вот этот 3-месячный период, он стал ключевым, потому что потом 7 лет я реализовал абсолютно вот каждая идея. У меня был список идей, и все, Купи VIP, Shopping Life, Tiamo.ru, Sapato.ru, Как просто.ру. Все эти вещи, это был результат этого 3-месячного периода мечтания, воображения. И вот я на самом деле, когда изучал, что отличает людей, которые достигают сумасшедшие результаты, от тех, кто не достигает, не получает результат, это умение доставать свои идеи и превращать их в реальность. Спасибо, Оскар. Спасибо, Оскар. Но действительно, воображение – это фантастический предпринимательский хак. И это драйвер предпринимательства. Поехали дальше. Тоже мой любимый предпринимательский хак. Существует плохой бизнес. Часто предприниматели долго пыжатся и упорно пытаются продлить то, что умерло. Это как пинать мертвую лошадь. Вставай, сука. Упорство здесь не поможет, ребята. Не поможет. Пора уходить. Пора уходить, и если ты чувствуешь себя вот так, вот если ты чувствуешь себя так, доверяй своему телу, доверяй своему сердцу, своей душе. Пора уходить, пора менять продукт, портфель, проект, компания, рынок, бизнес-партнерство. Надо менять. И это нормально. Нормально менять. Для предпринимателя это нормально время от времени все менять. Потому что вот это вот состояние не дело. Пивот. Это естественное состояние для предпринимателя. Не так много людей на свете могут набраться решимости и сделать пивот, сделать резкий разворот в своей жизни. А для предпринимателя это хлеб, это такая работа. Самый ответственный и самый сложный пивот, который я проходил, это пивот в бизнес-партнерстве. Когда мы с Серегой Колесниковым после 20 с лишним лет партнерства, создав гигантскую компанию с огромной стоимостью, развиваясь дальше, мы вдруг почувствовали, что предыдущая схема бизнес-партнерства, она нас выкашивает. Мы постоянно нападаем друг на друга. Мы что-то постоянно спорим, то есть ушел кайф, ушла легкость, ушло ощущение полета. Мы очень долго искали, потому что сперва мы хотели настоять на своем, каждый из нас. И, конечно, у нас были возможности отправиться во все тяжкие, доказывать, кто главнее. Мы прошли этот сложный этап и оказались здесь. И я сейчас здесь. Мы изменили с моим партнером Сергеем Колесниковым схему взаимодействия.
Раньше мы оба были в операциях, теперь Сергей в операции в группе Технониколь, я не в операциях. И это очень круто. Это очень трудно пройти в это состояние, потому что 95% компаний, насколько я вижу, не выживают на этом этапе. И теряется стоимость, теряется капитализация рынка, теряется все, что сделали вы. Поэтому, осознав этот опыт, прожив его, 7 лет я жил с этим. Я для каждого из вас готов поделиться этим смыслами и практиками, как сохранить стоимость и как отправиться в иной схеме бизнес-партнерства. Для этого, возможно, в ближайшее время я даже создам агентство, которое будет поддерживать предпринимателей в такой сложном периоде. Спасибо. Москва – это ресурсное пространство. Форум «Трансформация», благодаря некоторым товарищам, это замечательная ресурсная среда. Между форумами «Трансформация» действуют клубы «Эквиум» и R2, продолжая создавать ресурсную среду. Я могу точно сказать, что Москва станет предпринимательским центром мира. Я это точно знаю. Я знаю, потому что я живу 15 лет в будущем. Мое постоянное место жительства в будущем. И сегодня я здесь для того, чтобы не нарушить временной континуус. И вы, сидящие в этом зале и слушающие меня, точно сделаете что-то особенное. И я хочу для каждого из вас стать ментором. Итак, вы сегодня получили ядерный набор предпринимательских хаков. Еще раз вспомним. Не согласен. Сойди с рельсов. Вообрази. Пивот. С помощью этих хаков вы можете взламывать свое бессилие и страхи, социальные страхи, социальное бессилие, интеллектуальное бессилие, эмоциональное бессилие и физическое бессилие. Это, еще раз повторяю, ядерный набор предпринимателя. Далее. Моя книга «Жажда». Здесь на стенде вы можете приобрести ее, и я вам ее подпишу. Это будет ваш личный дополнительный инструмент выхода в ресурсное состояние. Далее. Сегодня я запускаю квест «Жажда» в дополнение к книге «Жажда». И книга, и квест – это такой драйвер по перезапуску себя в ресурсное состояние. Я, чувствуя эту энергетику зала, видя столько предпринимателей, я хочу послать вас всех. Да пошли вы в жажду! Каждый из нас имеет единственное обязательство – воплощать свои желания. Умножай все на 10. Бизнес, экономику страны, планы, амбиции. И стремись к этой точке. А достигнув, снова умножай. Снова на 10. И я хочу, чтобы было так.